$37 на месяц. Поиски коня продолжаются, пока нигде нет. Так, ну что, всем привет, это снова мы, и мы снова собираемся в путешествие. Как многие могут заметить, мы опять стартуем с заправки Лукойла, но в принципе старт наш сегодня был не от нее, а как обычно из города Михайловска. В это путешествие мы отправились с несколькими задачами. Одна из задач — это у нас посетить достопримечательности в Турции. Вторая задача — посмотреть, что за обстановка с ценами сегодня в Турции. Ну и третья, самая главная задача — побывать на байк-слете международном. Это слет мотоциклов Goldwing. Поэтому мы, в принципе, составили для себя примерный план, чтобы не опоздать на этот мотофестиваль, и предварительно заехать в несколько лакомых мест и довольно-таки очень интересных для нас. Мы, в общем, составили маршрут и отправились в наше удивительное путешествие. Ну и, как всегда, главным у нас въездом в сторону границы Грузии — это, конечно же, город Владикавказ. Не проехав этот город, вы никак не сможете заехать на своем транспорте в ту сторону. Как обычно, у нас, в принципе, всегда дождик нас провожает, встречает. Без этого друга мы, в принципе, не можем двигаться по маршруту. Уж сколько наших путешествий прошло, никогда мы без него не ездили. Что хотелось бы отметить, да, у нас всегда в путешествиях есть главное правило — стараться не ездить ночью. Но забегу, как говорится, немного вперед. Здесь мы это правило будем нарушать как никогда. Потому что, в принципе, даже вот сегодня, в день старта, мы выехали из дома в 3 часа дня. А это уже, в принципе, предполагало, что мы в любом случае будем двигаться ночью. Были, конечно, наметки, что если будем сильно уставать там или еще что-то, да, тут же, в принципе, сразу примем решение подыскать себе небольшой отельчик. И, как всегда, одной из главных рекомендаций — это, конечно, антидождь. Вот обязательная остановка. Вот у нас как раз промежуток такой между дождиком был. Я остановился, насухо вытер стекло, заполировал, чтобы дальше уже не переживать ехать. Ну, в принципе, у нас уже дождя больше не было. Мы уже, вот, кстати, подъезжаем ближе к Владикавказу. Уже, получается, на въезде в Владикавказа была громаднейшая пробка, там авария была. Мужик подошел еще, говорит: да ты езжай, на своем мотоцикле проедешь. Я подошел, там пешком не продвинешься. И пришлось стоять, получается, все 4 полосы были заняты. Ну, в принципе, потеряли где-то полчаса, не больше. На заправку мы заехали, заправились, и у нас такой небольшой казус, который нас тоже, в принципе, задержал около часа на этой заправке. Мы, получается, забыли активировать резервную карту и созванивались с банком, не могли активировать. Ну, в общем, это довольно-таки долго у нас. Так у нас и не получилось. Мы поехали туда в путешествие без резервной карты для снятия денег. И, получается, ну, где-то минут 40 мы потеряли и двинулись в сторону границы Грузии. Границу Грузии как никогда, это вообще, вот мы прошли все 2 границы за 30 минут. Там даже и 30 минут не было. Но опять же, мы уже на границе были в 12 часов ночи. $37 на месяц. Поехали дальше. Приобретя обязательный атрибут в Грузии, это страховка. В принципе, ее можно брать на 14 дней, но из-за продолжительности мы взяли с запасом на месяц ее. И остановились в самом первом населенном пункте, Степансминда он называется, вот в такой симпатичной гостинице. Вот такой вот номер мы сняли, получается. Вчера ночью очень долго искали. А тут уже красиво. Снег упал. Ё-моё, опять Казбеки нас встречает красотой.
А, посмотрите, какая красотища. Особенно вот этот красивый снег. Ой, боже мой. Жаль, что мы вчера этого не видели. Гляньте, какой красавец. Ух. Немного запорошило. Ничего, сейчас печку включим, отогреемся и поедем дальше. Да, вот такой, в принципе, неожиданный сюрприз нас ожидал на выходе из гостиницы. Я, честно говоря, думал, слегка припорошило, а это прям, ну, подзасыпало снегом. Поэтому, в принципе, мы еще повалялись где-то часов, наверное, до 9:30, когда уже солнце немного начало подтапливать, да, обледеневшие вот эти вот участки. Да и, в принципе, мотоцикл чуть-чуть можно было оттереть. В принципе, мы-то особо сильно не расстроились, потому что мы заселились-то в эту гостиницу довольно-таки поздно. И вообще, в принципе, в Степансминде на этот период, да, было сложно найти гостиницу, потому что они перестилали новый асфальт, и получается, вот эти большие бордюры, новые бордюры установили, и никому во двор не заедешь. Это довольно-таки очень сложная операция, да, особенно так на голде, так это вообще. И в этом населенном пункте мы, в принципе-то, уже не первый раз ночуем, да, были гостиницы, по ним проехались, варианта останавливаться там не было. И нам, получается, подфартило вот в этой гостинице остановиться, немного поторговавшись, нас заселили здесь. Ну все, выселились мы, конечно, не так рано. Еще потихонечку подтаивает у нас. Вот. Собака нас провожает. Ирина уже у нас, кстати, вот уже снег почти потаял. Вот капли пошли. Сейчас спальнички оттают. И нас Казбек провожает. Ну вот и отличненько. Собака пометила наш мотоцикл и на удачу, как говорится. И мы рванули дальше. Поскольку солнце уже довольно-таки высоко, уже становилось прям довольно-таки теплышко. Уже не те 8 градусов, конечно, но уже градусов 12 где-то примерно. И мы поехали наслаждаться перевалом. Да, действительно, ведь такое место, здесь вот эта дорога по перевалу, она, конечно, ну, очень воодушевляет на путешествие. Я все время здесь, когда проезжаешь, и летом бывает, да, когда даже горы не припорошенные снегом, и все равно эти виды на дальние горы и вообще на все вот эти перевалы. Вот, кстати, мотобратья поехали, возвращаются. Ну, в общем, очень красивое, интересное место. Даже если никуда далеко не ехать, как мы ездим, да, там в Турцию или еще куда-то, просто добраться до здешних мест, здесь очень много есть что посмотреть. Что всем рекомендую обязательно хотя бы начать с этих прекрасных регионов. А мы вернемся к нашим баранам, как говорится. Ну и вот они. Да, здесь бывают заторы не только от того, что ремонтируют дороги или смывается. Здесь бывают сели иногда. Да, ну, кстати, надо отдать должное. Они пробивают довольно-таки очень хороший тоннель здесь, который позволит в дальнейшем людям миновать вот эти все опасности и селевые вот эти сходы где. В общем, что я хотел вам сказать. Мы продолжаем наш путь. И в течение этого пути я периодически буду вас информировать о стоимости, да, поскольку, ну, я думаю, многим будет интересно, что и как на сегодня стоит, поскольку это очень актуальный вопрос. Вот, кстати, проезжаем местное Памуккале. Кто не собирается в Турцию, вот, пожалуйста, приехали. Довольно-таки очень знаменитое место. Здесь постоянно люди собираются. Можно подняться выше, там еще более красивые виды. Сейчас мы двигаемся вблизь арки Дружбы. Тоже очень красивое, эпичное место. Там с видами можно остановиться. Раньше всегда останавливались. Сейчас немного не успеваем. И я вам скажу, мы частенько будем в этой поездке не успевать, да, будем преодолевать маршрут не только с такими прекрасными дневными видами, но и ночными маршрутами. В общем, вот так у нас все будет. Так, ну еще у нас такая ситуация была, получается, мы знали, что у нас друзья здесь, в Грузии, они уже собирались возвращаться домой, и как раз таки мы с ними заранее, пока был Wi-Fi, списались, сориентировались, как они едут, откуда, и должны были как-то пересечься. Но все знают об очень узких дорогах, даже не знали, как это получится, и представляете, случился ремонт дороги там,
И они стоят самые первые вот на ремонте дороги. Ну, обязательно остановились для фотографии с ними и продолжили наш маршрут дальше. А мы сейчас проезжаем один из наших любимых отелей. Кто, в принципе, смотрел наши видео предыдущие о путешествиях, тот знает, что мы здесь частенько останавливаемся. Ну а дальше у нас по маршруту еще одна достопримечательность. Это крепость Ананури. Здесь многие просто останавливаются. Ну а мы не будем останавливаться на основной площадке, получается. И объехав справа, можно спуститься вниз к озеру. Довольно-таки очень эпичное место. А мы, поскольку уже двигались довольно-таки долго, потому что по перевалу ты особо не разгонишься, решили приступить к небольшому пикничку. И лучшего места, чем спустившись здесь внизу к озеру, мы не нашли, потому что знаем, что там есть и прогулочные зоны, и стояночная парковка такая. Вообще, в принципе, рекомендую вам посетить это место, если вы здесь будете проезжать. И дело к ланчу будет идти, это будет просто великолепно. Вот, остановились на пикничок с видом на такое красивое озеро. А здесь у нас, получается, сзади как раз Ананури находится. Конечно, хочется посидеть, понаслаждаться, да, всяческими видами, но мы понимаем, что это наша не главная цель, да и здесь мы, в принципе, бывали ранее, поэтому, в принципе, перекусив, мы рванули дальше. У нас впереди еще большой километраж. На сегодня мы еще хотели все-таки пересечь границу Грузия-Турция. Поэтому будем максимально не задерживаться и по возможности немного притапливать. Поэтому, ну, в рамках закона, как говорится. Поскольку здесь в Грузии у них не штрафуется более, ну, получается, до 10 километров у них не штрафуется. Свыше это уже выписывается штраф. Поэтому здесь на магистралях 110 можно идти, ну, до 120, если вести себя прилично, все будет хорошо. Ну и пока вспомнил, сейчас сразу вам насчет наличных денег в Грузии скажу. На этот момент, когда мы выпускали это видео, да, у нас, получается, не работали здесь никакие карты. Поэтому вариантов нет никаких. Мы сюда ехали с рублями и рубли меняли на местную валюту. Вариант какой? При въезде вам в любом случае придется делать страховку, и поменять деньги вы сможете только в Степансминде, потому что мы заранее были к этому готовы, и в прошлый раз, когда выезжали еще из Грузии, мы себе 150 лари оставили на всякий случай. И вот как раз таки они нам помогли сделать страховку, и вот сейчас мы заезжаем на заправку, и на заправке мы полный бак заправляем и едем уже, в принципе, до Батуми. В самом Батуми есть, конечно, несколько удачных мест, есть не очень. Ну, я, по крайней мере, вам скину ту локацию, где мы в основном меняем. Вот, получается, заправившись, мы двинулись дальше. Там довольно-таки такая курьезная дорога со всякими ремонтами, поскольку они тоже пробивают тоннели, делают хорошую магистраль в сторону Батуми. Мы в первый раз наткнулись на вот это кафе. Находится оно как раз за населенным пунктом Застафони. Может быть, немного с моим акцентом неправильно произношу это. Но место очень такое колоритное. Мне как барахольчику оно очень понравилось. Да и кухня мне здесь, кстати, тоже очень понравилась. И зачастую, кстати, нарывались на такой момент, что там по населенным пунктам едешь, не знаешь, где перекусить, а потом здесь уже магистраль начинается за Застафони. И мы не знали об этом кафе, и вот сколько раз проезжали его мимо. В этот раз решили остановиться, и довольно-таки колоритное, оно нас очень порадовало. Поэтому вот немного не доезжая до Венерии Кхаребы, вот такое вот кафе, если что, вам на заметку. Нашли такую шикарную кафешку. Оказалось, еще и байкерская. Столько раз мы ездили в сторону Батуми, и первый раз в такую шикарную кафешку. Так что возьмите на заметку. Ну и как всегда мы остановились для того, чтобы запастись виноградным соком. Потому что все-таки в ту страну, куда мы едем, проблемы с виноградным соком, если вы понимаете.
Ну, загрузили сколько, как говорится, смогли и двинулись дальше. Опять же, по участкам дороги, да, сейчас по Грузии очень много уже они открывают выездов на новую дорогу. И вроде как бы едешь по этим серпантинам межгородов, и потом раз, дорога выводит тебя не по навигатору. Очень часто я замечал, навигатор вроде ведет, да, еще можно ехать, получается, прямо по городу, а по знакам рекомендуют выехать для выезда на новую магистраль. Поэтому учтите этот момент тоже. Ну а мы тем временем уже подъезжаем к Черному морю. Вот как вы можете его лицезреть. Мы, кстати, сейчас находимся в довольно-таки очень эпичном районе. Я раньше любил здесь постоянно отдыхать. Здесь населенный пункт называется Ауреки. И получается, в районе населенного пункта, вокруг этого населенного пункта, так называемые черные пески, магнитные пески. Мне чем нравится, здесь не очень, такое глубокое море, и вот эти магнитные пески, они здесь прогреваются очень хорошо. Ну, а пока мы разговаривали о Черном море, мы уже подъезжаем к Батуми. И, как видите, Батуми уже встречает нас ночью. Не такой глубокой, конечно, но все же. Мы направились в сторону района, где находятся обменники. Это, в принципе, по дороге в сторону границы. Поскольку турецкой валюты у нас не было, а на границе обязательное оформление страховки, мы для начала решили поменять 10 тысяч рублей лирами и 10 тысяч рублей лари. Ну, для возврата, когда поедем домой обратно. Марши бабосиками. У нас получается, что за 10 тысяч нам на тот момент дали 2560 лир. Получается, за страховку, имейте в виду, опять же, на мотоцикл минимум 3 месяца, мы заплатили 660 лир. Поэтому, вот эти все расходы надо понимать. И мы, опять же, мы уже были ночью, и ехать нам далеко вариантов не было. Мы, получается, должны были пройти границу и уже искать где-то жилье. Поэтому нам нужно было еще деньги найти на жилье. Но мы еще слегка уповали то, что заплатим карточкой. И немного у нас еще с прошлой поездки, по-моему, в районе 1500 лир оставалось. Поэтому, пройдя такой километраж в районе 500 километров, уже глубокой ночью, мы остановились в гостинице Терзиаглу в районе Хопи. Изначально, конечно, цена была немного завышена, но поторговавшись, сказав, что мы уже здесь останавливались не первый раз, мы сбили цену за 1300. Вот такие вот континентальные, они их называют, по-моему, завтраки. В принципе, голодными вы здесь не останетесь. Позавтракав, мы отправились по самому городу Хопа, потому что у нас в планах было все-таки найти сим-карту, чтобы двигаться дальше уже с интернетом. И по возможности найти банкоматы, чтобы снять наличку. Короче, за один раз получилось вот здесь только снять деньги. 16 дал тысяч. Вот этот Turkish Bankasi вроде без процентов дал. А как бы ситуация в том, что он больше 2000 не дал, а остальные все по 8 дают. Так что, в принципе, вот такие вот тут виды. Короче, тут, в принципе, все есть. И Vodafone есть в Хопе, и Туркцел. Вот сейчас в Туркцеле оформляем 590. И обменники есть вот. Поэтому, в принципе, довольно-таки очень удобный город. По главной улице идешь, и получается, вот Агабанк есть. Но, комиссия получилась 500 лари за 8 лир, 500 лир за 8 тысяч. Поэтому, смысла не было здесь снимать. Прошелся вот буквально в ту сторону немного, и там уже вот другие банки были. Прям большое количество. В принципе, сколько проезжали, да, этот город, мы никогда не придавали ему большого значения. И не знали, что в нем, оказывается, можно было, в принципе, обзавестись уже и наличкой, и банков достаточно. Вот приобрели сим-карту, получается. Мы взяли сим-карту, 590 лир она стоила. Эта сим-карта дается на месяц, и интернета там 20 гигабайт. Еще какие-то звонки, по сути, мы ими не пользовались. Иногда бывало, в прошлой поездке, да, мы звонили на местные номера в Стамбуле, когда искали гостиницы. И, друзья, как всегда, встречайте, наш друг и
товарищ, который все время с нами, это дождь. Ну, уже понимали, что сейчас нас будет ждать ливень, поэтому незамедлительно остановились и одеваемся в дождевики, чтобы не промокнуть. Потому что когда уже промокаешь, там вариантов дальше ехать нету, надо останавливаться, сушиться. Вот, кстати, обратите внимание на мои ботинки. Вот такие резиновые, я бы их по-другому назвал, конечно, галоши. Ну, их можно приобрести на интернет-ресурсах. Я брал как-то и на Алиэкспрессе, на Озоне заказывал. Ну, я вам скажу, функционал просто безумный. Одну поездку они отрабатывают, стоят в районе 300 до 300 рублей, даже там можно и за 200 их купить. Мы их всегда перед поездками приобретаем новые, на поездку их хватает, а защита ног получается стопроцентная. Да, бегать в них по городу я не рекомендую, они все-таки порвутся, а продолжать движение отличная вещь. Ну, друзья, а мы тем временем уже за Трабзоном в нашем любимом кафе. Я думаю, что кто смотрел мои прошлые видео, обязательно его узнают. Вот мы остановились. Такая красивая набережная, кафешка. Тут кушаем мы. Ирина. Уже доели. Да. А некоторые должны даже узнать, что это за кафе. И вам большущий привет от Юсуфа. Ну и, конечно же, сам Юсуф. Он, как всегда, нас встретил с улыбкой и пожелал счастливой дороги. Ну, а мы отправились дальше. Вот, кстати, одна из наших любимых заправок. По туалету здесь просто все великолепно. Ну, в основном. И еще одна из заправок, это собака, мы ее называем. Я думаю, что вы ее, в принципе, должны узнать. Ну и, конечно, то, что здесь разочаровывало, это стоимость, ребята. Стоимость топлива очень печальна. Умножайте ее на 4, это в районе 150 рублей за литр. Но двигаясь на мотоцикле, в принципе, более или менее это не так сильно ощущается. Что я вам хочу сказать? Даже и не верится, что это Черное море. Такой красивый пляж здесь. Мы вот тут расположились. Решили перекусить. Конечно, красиво все оформлено. Все стоянки вот так очень симпатично сделаны. Здесь, кстати, заметьте, на столе даже есть место для шлема. Специально они вот делают. Молодцы, тоже о мотоциклистах думают. На каждом километре. Да, действительно, здесь на многих вот таких вот остановках присутствует мангальная зона обязательно. Какие-то беседки, они всегда в разном стиле выполнены. Очень удобно, двигаясь, да, в какой-то такой, допустим, дальняк, имея по дороге постоянно вот такие вот остановки. Довольно-таки удобные и приятные. Ну а мы, насладившись этим прекрасным пляжем, двинулись дальше. Вот посмотрите, такой красивый магазин. Вид, вот там горы такие замечательные. Вы думаете, мы что, ради люстры здесь остановились какой-нибудь там, да, красивые, да, большущие? Ну вот, посмотрите, какая тут люстрища. Эгегей прямо. Тут, наверное, 6 ир поместится. Ну, а как вы помните, когда мерили удава попугаями, мы измерили эту люстру ирами и отправились уже дальше, в недооцененную, как говорят, достопримечательность. Это город Амасия. Так, ну что, незапланированно добрались до городка под названием Амасия. Почему-то его называют недооцененным туристическим местом. Ну вот ночью он так очень красиво смотрится. Завтра будем смотреть на вот такое красивое место. Длинная такая замечательная улочка. Этого человека мы знаем. Конечно, по планам, и то, что мы уже опять же ехали ночью, мы планировали все-таки остановиться в городе Самсун. Но почему-то, я не знаю, как у нас так получилось, мы начали обсуждать местные достопримечательности и вспомнили об этом городе. Я посмотрел, он находился буквально в 130, по-моему, километрах, чуть-чуть дальше Самсуна. И предложил, в принципе, немного упереться и дотопить до этого города. Дороги туда были ночью довольно-таки очень хорошие, ну, как и, в принципе, по всей Турции. Поэтому очень много освещающихся участков было. Поэтому мы решили потихонечку, но доехать до этого города.
Недолго думая, нашли гостиницу. Опять же, в стиле моем любимом, в стиле барахольщиков. Разместились быстренько в этой гостинице, переоделись и пошли топтаться по ночному городу. На самом деле, да, как оказалось, этот городочек, он такой, знаете, маленький, уютный. Ну, я думаю, что дня на 2, на 3 сюда смело можно приехать, погулять по нему. И по туристам здесь действительно только местный контингент, местные люди здесь. Поскольку мы немного, как говорится, упирались, да, и хотели доехать до этого города, мы по дороге нигде не останавливались, не кушали. Как я уже обещал, буду по максимуму уточнять, что и как, где мы тратили, чтобы, ну, кому этот момент тоже интересен, они знали, сколько здесь и что стоит. Вот, остановившись в ближайшем кафе, здесь уже в самой Амасии, мы приобрели на вынос 2 Адана кебаб за 370 лир. И, ну, от ужинов уже, в принципе, это уже глубокая ночь, уже и людей, как видите, здесь мало. Но, в принципе, клубы работали. Несколько клубов даже таких местных работало, довольно-таки занимательных. Ну, в общем, он довольно-таки очень колоритный. Не знали, как и насколько он, да, нам понравился днем, ну, поскольку мы в него ночью приехали. Ну, забегу немного вперед и скажу, что он довольно-таки очень симпатичен днем, поскольку здесь, помимо вот этих скромных улочек, да, вот где мы ходили, сейчас виляли, вот эта вот вся жизнь такая вот она кипела. Здесь есть еще древние там захоронения и различные монументы, поэтому здесь в принципе есть что посмотреть, есть чем заняться. Ну, как для нас, так я же говорю, дня 3 здесь смело можно было провести, но задачи у нас были другие, поэтому мы решили насладиться тем временем, которое у нас было. В общем, приехали в Амасию. Да, это правильно. Вот у нас. Остановились недалеко от всех главных достопримечательностей. Вот сюда такой заезд получается. Вот называется наша гостиница как Илк Пансион. Здесь такая парковка. Вчера тут мотоциклисты стояли, уже уехали. Мы, как всегда, позже всех просыпаемся. Вот здесь бросили мотоцикл под камерой. Получается. Почему остановились именно в этом пансионе? Потому что смотрите, какие тут красивые места. Сейчас ресепшн закрыт, там у него еще музей свой. Такой колоритный завтрак включен. Тут все так красиво оформлено. Ирина уже сидит, кушает, пока я видео снимаю. Смотрите, как красиво. Тут все в таком стиле сделано. Это вход дополнительный еще в это здание. А мы, получается, взяли в самом уголку. Вот такой красивый баз тут. Я его так называю. Это наша комната. Если прям не дошел до комнаты, можно вот здесь полежать. Ну и, конечно, смотрите. Шахзаде Мехмед. Так открываешь. Очень большущая. У нас тут небольшой рабочий беспорядок. Мы собираемся, потому что надо ехать. Что вы думаете, комната без ванны? Да ничего подобного. Тадам, шкаф открываешь и опа. Ну и там душевая кабина. Особо, как говорится, ничего интересного, но зато все уютненько. Даже не расстроились, что маленькая комната. Тепло очень в ней. Хотя и батарею не включали. Вот такая вот всего лишь комната. Такой красивый вид на город Амаси открывается. Забрались сюда, конечно, с утра, пока никого не было.
Вот такая тут полупещера. И вот смотрите, большущая гробница. Самое интересное, что казалось бы, что выдолбленная в скале, да, вот так. А нет, они вот так вокруг еще обдалбливают. Красиво делают, что не просто. Вообще, конечно, достопримечательностей в этом городе действительно очень много, да, есть куда сходить и днем, и вечером, и все это по-своему очень красиво смотрится. Здесь еще помимо всего этого электричка так очень симпатично ходит, прям вот здесь, вот если внизу можно обратить внимание, рельсы там стоят, на ней прям можно попутешествовать, много здесь чего посмотреть. Наверху там еще есть большущая смотровая, помимо вот этой, куда мы здесь поднялись, ну до нее надо было отдельно ехать. Поэтому я думаю, что в принципе здесь еще столько мест, о которых даже мы не знаем в принципе. Ну, которых надо было много гуглить и подготавливаться к их осмотру. Но у нас и по времени, в принципе, уже мы довольно-таки долго здесь и так загулялись. Мы не планировали здесь так много времени проводить, потому что все-таки город нам очень понравился. Повелитель котов. И садись обратно. Ну и по времени уже давно обед, а мы только выдвинулись из Амасии, поэтому мы уже на трассе присматривали какую-то более или менее кафешечку, чтобы остановиться и перекусить. Поскольку путь у нас не близкий, нам все-таки надо сегодня допилить до Стамбула. Все как обычно, остановились в Турции, заказали 2 Адана кебаб, а нам просто забили весь стол всякими вкусняхами. И это все к Адана кебаб. Ну, в принципе, перекусив, да, мы двинулись дальше, поскольку у нас по времени не особо мы уже укладывались. И предположительно мы уже думали, что остановимся, может быть, как в прошлом году, это Иперской. Такой отель был довольно-таки очень интересный, он спа-комплекс очень большой, громадный такой, даже можно сказать, со всякими массажами и дополнительными услугами. Но прикинув, что в принципе по усталости у нас все нормально, мы двинулись дальше в сторону Стамбула. Ближе уже к Стамбулу начинается очень много платных дорог. В принципе, если вы не планируете, да, как бы потратиться на платные дороги, используя Google маршруты, да, он вам предлагает альтернативы, в принципе, и по Яндекс.Картам было удобно. Но мы остановились на том, что мы будем, двигаться, потому что у нас времени было очень мало, и мы хотели двигаться по очень хорошим дорогам. Поэтому останавливались вот на таких вот пунктах пропуска. Это я вам рекомендую останавливаться здесь, нажимать на кнопку, получать билет, чтобы при выезде с платного участка вам могли посчитать нормально, сколько вы проехали. Потому что сложность в том, что вы когда движетесь по платному участку, его можно игнорировать, вот эти моменты, да, пропускные, но тогда вам считают по максимуму. Вот такая ситуация у нас была в прошлом году. В этом году мы останавливались, брали везде вот эти билеты. И еще я вам рекомендую напечатать маленький листик с номером мотоцикла. Потому что с машинами проблем нету, у них, да, всегда номер, он спереди. И когда вы подъезжаете, они считывают сразу и вам показывают, сколько вы должны. А когда подъезжаешь на мотоцикле, они все время просят вас проедь вперед, потом назад. Если вы сделаете такую небольшую бумажечку, да, своим номером, показываете диспетчеру, какой у вас номер, она его дополнительно пробивает, несмотря на то, что у вас есть билетик, да, вот как сейчас. И вы уже видите, сколько стоимость, какая вам нужна к оплате. И это ускорит ваше продвижение по платным дорогам. Но это в плане мотоцикла, опять же, движение. Если машина, она сразу видит ваш номер, никаких проблем нету. Ну, а вы, как видите, мы уже движемся ночью, да.
И уже на горизонте у нас открывается наш замечательный Стамбул, который мы так ждем. Мы в принципе думали, что не дотянем. Остановившись на заправке, на одной из заправок, да, вот предыдущем, вы видели буквально пару секунд назад, мы уже думали, что будем подыскивать отель. Но да, Стамбула оставалось 100 километров. И зная, какие здесь уже трассы, маршруты, и когда вы двигаетесь по платной дороге, вы должны понимать, что дорога действительно достойная. Она вся освещается, даже двигаясь на мотоцикле, да, в одну сторону 4 полосы. Ну, как говорится, почему и не ехать, если усталость вас сильно не душит, как говорится. Поэтому, в принципе, довольно-таки очень приятно продвигаться. Ну, а тем временем время уже переваливало за 10 часов вечера. Да, не планировали, конечно, так поздно двигаться, но я же говорю, маршрут позволяет. Все освещается, все довольно-таки, ну, безопасно в плане дорожного движения. Дороги очень хорошо в этом плане просматриваются. Да, даже дальним светом ты не пользуешься, когда двигаешься на мототранспорте. И в принципе, вот уже двигаясь по Стамбулу, мы уже как бы не первый раз, да, заезжали этой дорогой и хотели именно по этому мосту прокатиться. Вот, ну, очень довольно-таки удивительный. Один из длинных мостов в Турции. И если, в принципе, ну, по гуглу вы можете посмотреть его, он довольно-таки очень интересный. У нас, смотрите, какая задача получалась. Да, мы добрались до Стамбула, у нас здесь всего 2 ночи. Посмотреть, мы здесь много уже что посмотрели, но было интересно посмотреть значимые места. И почему-то в прошлый раз, когда мы здесь были, мы проигнорировали цистерну Базилика. Причем проходили мимо нее очень много раз, да, непонятно было. И поэтому один из маршрутов у нас обязательных посещений был этот цистерна Базилика. Но мы тем временем, да, не бронируя, у нас интернет был, мы уже сим-карту уже приобретали, как ранее было сказано. Мы поэтому, не переживая, ехали в этот район Айя София. Довольно-таки очень симпатичный район и по пешим прогулкам очень близок, поэтому мы двигались туда. И обзвонив старую гостиницу, я уже понимал, что та цена, которую он предлагал, нас не устраивала. И мы уже просто двигались, спрашивая у одной гостиницы, у другой, да, по стоимости, сколько это будет. Вот, в принципе, километраж, который мы прошли. И довольно-таки очень удачно мы набрели на вот такую вот гостиницу. Это хозяин этой гостиницы, довольно-таки очень приятный человек. Так, ну а мы тем временем добрались в цистерна Базилик. Место, конечно, очень красивое, интересное. Во многих фильмах засветилось. Но цена сейчас на него, мама не горюй. Но опять же, друзья, я прошу вас сильно не судить, да, как бы мы знаем, сколько это стоило, да, в прошлом году, и тут такой, да, непонятный скачок цен вот эти всего. Да, для кого-то, в принципе, это недорого, для кого-то это действительно большой скачок. Поэтому прошу сильно, в принципе, за все наше путешествие. Мы просто информируем о том, да, сколько, где стоит. И вот поэтому, посетив, да, это замечательное место, мы как бы вот акцентируем на том, что, да, действительно, здесь вообще, в принципе, все экскурсионные моменты очень сильно подорожали. И вы можете рассмотреть для себя, если вы путешествуете именно по достопримечательностям, мы об этом не знали. Может быть, мы немного сэкономили в плане того, что здесь есть единый билет туристических путешествий как-то. Он позволяет вам, заплатив один раз, в течение 14 дней путешествовать по Турции, заходить на все достопримечательности, ну, заплатив единый билет. Поэтому мы таким билетом не воспользовались, поэтому платили за каждый вход вот такую стоимость. Ну и вам, я думаю, что будет интересно узнать, да, насколько сейчас это актуально и сколько это все стоит. Мы, я вам скажу, больше остались довольны, чем недовольны. Поэтому, ну, место очень интересное, мы хотели его именно посетить. No sé si habéis oído este nombre, el héroe nacional, el primer presidente de la moderna república, un gran reformador. Hablaré mucho sobre sus reformas en este tour. Dijo, todo el mundo tiene que ver esta obra. No puede ser. Hikayesi bilmem nesi anısını has.
Вот такие красивые улочки. Хотели пойти в Айя София, но увидели вот эту красивую очередь и поняли, что отсюда, да, если можно сказать, вон там хвост, вон там. Ну, поняли, что отсюда вид лучше, поэтому не стали стоять очередь. Ну, я думаю, что люди, знающие город Стамбул, понимают, что здесь слово «очередь» — это не столь шокирующий факт. Ну, а мы продолжили наше движение в сторону одного места в Стамбуле. Это торговля вот такой вот мотоэкипировкой и всякими вот товарами для мотоциклов. Я вам скажу, и в прошлом году, конечно, это все стоило в 2 раза дешевле. И поэтому ролик очень короткий об этом месте. Я зашел, узнал цену, расстроился, и мы пошли дальше гулять. А гулять мы пошли уже по таким вот достопримечательностям, сладостям, интересным для меня местам. Поэтому, ну, я уже сколько раз говорил, по Стамбулу гулять не перегулять. Ну, мы нашли для меня очень интересное место, поскольку я такой заядлый рыбак. Иногда осенью, когда все клюет хорошо, нашел для себя вот такое вот замечательное место, где зависают все рыбаки Стамбула. И, кстати, оно рядом с Галатской башней, поэтому можно убить 2 зайцев. Если вдруг ваша супруга не любит вот это все рыбацкое и рыбу, как говорится, вы ей говорите: мы идем в сторону Галатской башни, а тут вам и рыбаки, и рыбацкие магазины. И вот, пожалуйста, кстати, вот специально для вас сняли, да, актуальные цены на сегодня на морепродукты. Ну и здесь, в принципе, мы тоже не удержались. Все-таки, ну, как говорится, в Стамбуле надо попробовать. Мы купили креветок, мы купили красную рыбу. Это местный лосось, он из лососевых, да. И попросили это все приготовить. И у нас получилось, да, вот, грубо говоря, 1 килограмм креветок жареных и 1 стейк из красной рыбы. Выкатил 550 лир. Ну, дорого или дешево, смотрите сами. У нас зато был такой прекрасный обед, вот с таким прекрасным видом. Да, мы здесь присели прямо на набережной. Тут уже больше был вопрос не в цене, а смотрите, какая локация. И это достойно было того. Тут и вам и рыбаки, и, пожалуйста, прекрасные виды. Ну, все, что вы хотите. Вкусная еда. Ну, единственное, конечно, все-таки слабовато готовят креветки. Ну, а мы позже отправились уже все-таки в сторону Галатской башни. Уже в прошлом году мы ее опять же не посетили. В этом году решили хотя бы дойти до нее. А я в очередной раз попытался испытать удачу, да, в банкоматике, но опять же лимит 2000, и поэтому мы вот тут в районе Галатской башни просто решили погулять. Подойдя к самой Галатской башне, да, мы посмотрели виды, все вот это очень интересно, улочки, все довольно-таки красиво, увидели стоимость, что все-таки с прошлого года она немного возросла. Стоимость подъема на Галатскую башню 650 лир, поэтому мы оставили как бы на возможность посетить ее на следующий год и решили погулять вот в районе. В вашем распоряжении можно, тут очень много кафешек с видом на нее, поэтому смотрите сами, что и как вам лучше. Присели вот в кафешке, которую ты рекламируешь, в случае чизкейки. Сейчас буду оценивать со своим чизкейком. Ну, единственное, что хорошо с видом на Галатскую башню все-таки. Так, ну что я вам скажу, как человек, который сам готовит чизкейк. Сыроват. Мне не зашел. Но вид прекрасен, цена не очень. Ну, а мы двинулись дальше. Нашли такую прогулочную зону со старым трамвайчиком. Давно уже моя супруга мечтала посетить ее. Мы с удовольствием здесь постояли, посмотрели, кто и как, что. Сами сделали несколько таких довольно-таки эпичных фоток. Вот, кстати, локацию с этим трамвайчиком очень рекомендую. Ну, а тем временем уже солнце довольно-таки сильно завалилось за нашу землю и наступила ночь. Я вам скажу, ребята, вот мы двинулись в сторону Топкапы. Блин, это вообще восхитительно. Людей нету. По времени это всего лишь где-то 8:30-9 часов вечера. Вообще никого нету. Мы там погуляли с большим удовольствием и двинулись в сторону нашего отеля уже через Гранд Базар.
и посмотрели тоже здесь. По количеству людей, кстати, удивительно, что здесь на базаре людей больше, чем в районе Топкапы. А виды, вот Айя Софии, да, виды очень обалденные. Поэтому мы, в принципе, не пожалели, что погуляли именно в это время в этих локациях. Остались очень довольны и, в общем, двинулись отдыхать в сторону отеля. Доброе утро. Хорошо. Да вроде ничего, отошел. Ну, а это получается вот наш утренний завтрак в этой гостинице, да. Хозяин Рашад, кстати, как раз таки интересовался. У меня вечером немного спину прихватило, довольно-таки не очень удобно было двигаться, да, и мы поскорее двинулись в отель. Вот, кстати, контакты, да, этой гостиницы, это в принципе не реклама, просто для вашего сведения, да, ну, мне, допустим, было очень удобно в плане того, что я мотоцикл оставил возле гостиницы, не переживал, он прям был под окнами, поэтому, в принципе, ну, просто на ваше усмотрение. Если вам нужны, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Хозяин Рашад зовут. Довольно-таки приятный человек. Когда встретил нас, кстати, очень много моментов показал нам по Стамбулу. Удобно, мы там и еду заказали. Ну, довольно-таки компанейский и добрый человек. Поэтому, в принципе, ему на тот момент очень большое спасибо. Ну, а мы тем временем выдвинулись из Стамбула уже, в принципе, по окраине Стамбула едем уже. Довольно-таки очень примечательный такой факт. У них между двух вот этих вот разделительная идет, которая, и по разделительной двигаются не трамваи, да, по рельсам, а двигаются автобусы. И получается, ну, довольно-таки интересно, этот общественный транспорт у них устроен. Ну, я думаю, очень для таких крупных городов это очень удобно. Ну, а мы продолжаем двигаться, и у нас следующая остановка, это планируется город довольно-таки очень известный. Его конь участвовал во многих фильмах. Я думаю, что вы уж точно должны знать, это все-таки Троянский конь. Я эту поездку все-таки планировал с довольно-таки большим посещением достопримечательностей, которые расположены в Турции. Поэтому вот, пожалуйста, вам одна из достопримечательностей, к которой мы движемся. Ну а мы на трассе приметили такой вот авиалайнер. И поэтому, в принципе, время уже к обеду было. Но мы, как говорится, и увидели авиалайнер, и увидели значимое для нас слово кёфте. Это вот котлетки, которые они здесь готовят. Ну и я вас точно уверяю, кто бы из мужского пола не пренебрег вот посетить так, да, вот такой маленький авиалайнер, выполненный в форме ресторана, получается, да, они здесь сделали его. Без проблем вы заходите, посещаете кабину пилота, смотрите, да, мы сейчас зашли, какие-то люди тоже тискали руль главного пилота. Мы, в принципе, уже от обедов пошли вот смотреть вот так этот авиалайнер. А кнопок тут прям как на голде, ё-моё, гляньте. Надо себе такую поставить. Раз и... Ирина? Мне просто скажите, вот это вот как можно тут вот это вот все взять, запомнить, вот это все, вот это вот еще, и еще немножечко вот здесь, и вот тут на потолке еще немножечко, пару кнопочек вот буквально, а потом еще вот тут вот, и вот тут. Единственное, я знаю, что вот это вот так вот она делается на себя, и вот так, и все, я в кино видел, и все, а здесь с ума сойдешь, и еще половины кнопок нету. Это какое-то безумие. Ну вот, в общем, мы только приземлились. И смотрите, как удобно. В аэропорт пригнали наш мотоцикл. Вот он стоит, видите, уже ждет нас, чтобы мы отправились дальше. Так что, вот как-то так. Ну и, в общем, потискав как максимально самый маленький ребенок, насладившись всеми вот этими включателями и всякими штуками, мы сделали кучу всяких разных фотографий, мы двинулись дальше.
А дальше у нас по маршруту был довольно-таки очень удивительный момент. Это мост. Да, в Турции много интересных мостов, как я уже в прошлом видео, да, как в прошлом году мы путешествовали и подводных, и надводных. Здесь довольно-таки есть чем насладиться в плане конструктивных моментов. Это, ну, вот таких вот мостов. А чем примечательным был этот мост, я действительно хотел проехать именно по нему, потому что он был построен в 1915 году. И я не представлял, насколько, да, вот тогда можно было возвести вот такую колоссальную конструкцию. Тут, ну, просто не передать, да. Вот мы здесь предварительно остановились, сделали несколько фотографий. Вот такой вот мост 1915 года. Конструкция просто колоссальная. Мы потихонечку на мотоцикле сюда заехали. Единственная смотровая, которая здесь есть, вот она здесь после оплаты получается. Мы уже в принципе собрались, стартуем дальше. Поэтому сейчас поедем по этому мосту. И вот мы двинулись по этому мосту. Да, друзья, я вам скажу, что мост 1915 года, а все-таки поражает своей колоссальностью. Его пролет это 2023 метра. Блин, ну это просто невозможно понять. Да, ты вроде едешь по нему. Мне кажется, ну ты бы никогда бы не поверил в 1915 году, да, такой пролет замутить. И он, строительство его, опять же, это я не скрывая от вас, пользуюсь старым добрым гуглом, да, 2,5 миллиарда евро обошлось. Блин, ну это реально колоссально, это круто, это интересно. И вот даже на сегодня, да, мы ехали, какие-то ремонтные работы проводились на этом мосту. И все равно, посмотрите, да, 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую. Ремонтные работы проводятся, они закрывают, да, одну полосу. Никто никому не мешает, без проблем ты обгоняешь. Ну, это действительно круто. Да и сам по себе мост через такой пролив, ну, это был реально достоин он посетить его, проехать по нему, посмотреть его. Ну, мне очень было интересно. Я не передать, как был воодушевлен именно вот этой локацией. Ну а тем временем, пока мы наслаждались прекрасными видами на этот мост, произошло что-то невообразимое. Я еду, да, скорость такая довольно-таки достойная. И меня кто-то просто невообразимо кусает под левую лопатку. Я, ну, просто удерживаю руль, все нормально. И я же говорю, аж онемевает вот эта лопатка, получается. Супруга оттуда выталкивает пчелу. Как она туда залезла, получается, под эту бронь, под эту майку. Короче, боль просто невыносимая была. Но мы приняли вправо. Кое-как я там переоделся, сменил майку, другую чуть поплотнее одели. Ну, кое-как выдержав, в общем, мы двинулись дальше в сторону, где мы хотели все-таки посмотреть троянского коня. Добрались до городка под названием Канакли. Канаклей, если правильно быть, наверное. Такая набережная красивая. И тадамс! Конь, который снимался в фильме «Троя». Красивый, громадный такой. Какая там набережная вот у них идет. И тут вот этот конь стоит. Это даже не копия. Это подарили после фильма. Ну а мы, насмотревшись на коня, который участвовал в фильмах, решили все-таки двинуться в сторону древнего города Трои. И где нас должен был ожидать конь, который именно исторический конь. Ну а мы, двигаясь в сторону древнего города Троя, да, получается, набрели на один из больших мигросов, где решили подкрепиться. Обед нам обошелся 180 лир, а получается на выходе мы уже довольно-таки грязным мотоциклом путешествовали, поэтому вот решили его искупать. Ну, в принципе, я попросил его, чтобы я помыл, да, есть моменты, где пластик можно оторвать. И вот такая мойка нам обошлась 100 лир ровно.
Ну и мы двинулись уже, дело, конечно, к закату, но решили немного поторопиться и двинулись уже в сторону старого города, это Троя. Посмотри, вот какого, смотрите нам коня, смотрите, какого нам пообещали посмотреть коня. Вот, пойдемте посмотрим, тот ли конь здесь. Да? Вот за что мы заплатили 660 лир. Чтобы глянуть на вот эти развалины. Не, ну эпично, конечно, город Троя, я все понимаю. Ну конь, где конь? А коня нету. Послушайте, друзья, но без обид. Я когда к девушке подходил и оплачивал, да, классные белочки здесь, получается, по этим развалинам прыгают. Все очень интересно, красиво. Чуть-чуть остатки города есть. Но я девушку просил, я говорю: девушка, я хочу посмотреть коня. Она говорит: конечно, проходите, главное оплатите на входе. Ну, в общем, мы пошли искать дальше коня. Вот так выглядел вход в Трою. А вот так он выглядит сейчас. Поиски коня продолжаются. Пока нигде нету. Вот продолжаем поиск коня. Уже спускаемся в какие-то подвалы, а коня все нету и нету. Это уже оказался даже не подвал, а просто длинный коридор. Вот с таким оформлением. Ладно, пошли дальше. Так, ну что, друзья, вот мы и обошли всю Трою, получается. И я сразу вспомнил частушки. Помните, не ходите, девки, замуж, ничего хорошего. Вот так и тут. Не ходите, люди, в Трою, ничего хорошего. Вот смотрите, коня, оказывается, реставрируют. Он тоже там вообще нигде ни надписи, ни предупреждения, что он там разобрался, что коня здесь нету. Блин, ну это вообще реально печально. Мы ехали сюда издалека из-за коня. Вот там только можете увидеть модель коня 675 года, модель коня 560 года, 1760 года, 1875. Вон там 1965. Была, кстати, симпатичнее, чем 1975. Вообще в интернете все вот эту модель видели. 1975 года. И она же здесь нас должна была ожидать. Но произошла печаль. И большая грусть. Особенно из-за цены на входной билет. Да, в общем, вот такая вот грустная история нас постигла. Может быть, кому-то повезет, и вы отправитесь туда и все-таки увидите отреставрированного коня. Но мы его не застали в этот момент. Он, видите, отлучался. Ну, на самом деле было печально. Мы реально расстроились, а тем более с этим скачком цен, да, уж вы меня извините, но акцентирую на это внимание. Мы изначально и просили, как бы оповещали, для чего мы здесь и почему мы сюда приехали. Ну, в общем, нас проигнорировали, показали то, что показали. Ну, город посмотрели, да, интересная локация. Она довольно-таки очень исторически значима. Поэтому, ну, посмотрели, поглядели и, в общем, дальше полетели. Ну, а время, как вы видите, уже довольно-таки солнышко падает за горизонт. И мы приняли решение все-таки эту ночь провести не в отеле, а двинуться, найти какой-то интересный кемпинг. И кемпинг мы решили найти все-таки близко к морю. И двинулись уже по примерным локациям. Я посмотрел по картам, где можно кемпинг найти. Были, кстати, вот здесь вариации. Мы к этому кемпингу, когда поехали, были вариации. Можно было остановиться просто вот здесь, двигаясь по дороге. Вот слева вы, если обратите внимание, вот такие лесочки. Можно было без проблем. Там караваны, кстати, стояли. Остановиться, разбить палатку. Никаких плат за это делать не надо было. Но единственное, там вам ни туалета, ни душа, ничего не будет. Вот вы как видите, да, мы в этот раз рванули от Стамбула. Здесь, получается, по побережью проехали довольно-таки очень красивый маршрут. И нашли вот такой вот кемпинг действующий.
Потому что в этот момент, когда мы уже путешествовали, это сентябрь, почему-то очень много кемпингов уже было на сегодня закрыто. Ну вот нашли действующий, называется Елена. Я спросил еще у хозяйки, почему Елена. Я, честно говоря, предположил, что это хозяйку так зовут. Она сказала, это все из-за исторических мест вот здесь. Ну, опять же, вот установив палатку, мы побрели по самому вот этому, получается, месту гулять. Довольно-таки очень интересно в плане того, что оформлено, знаете, как, ну, в общем, можно почилить здесь, довольно-таки приятно. Ну и вообще я понял, что здесь кемпинговый вид отдыха, он очень развит. Здесь очень много путешествуют на вот этих домах-кемперах, очень много парковок для домов-кемперов, подключения, света, пополнения воды, утилизации вот этих вот грязных моментов. Это все оборудовано здесь, и это без проблем, ну, как бы здесь организовано. Ну, единственное для нас, как бы, было удивление, ну, соотношение цены в плане адекватности, да, если вы платите, ну, просто, грубо говоря, 100 лир за палатку, да, когда можно за 120 лир, 130 уже найти здесь отель. Поэтому этого вы просто для себя выбираете вид отдыха, какой вам нравится. Нравится в палатке, вы останавливаетесь в палатке. Нравится в кемпере путешествовать, в кемпере берете, арендовываете, либо приезжаете на своем и путешествуете в свое удовольствие. Поэтому тут только от вас зависит. Ну а мы тем временем, установив палатку, уже пошли знакомиться с территорией. Ну, как видите, здесь довольно-таки очень интересно организована она и находится все прямо на самом побережье. Хадидже. Вот вчера вечером под таким оливковым деревом поставили палаточку. Вот оливочки тут растут. Приехали вот в такой кемп-лагерь. Вот нас пес вчера охранял всю ночь, не давал нам спать. Такие красивые виды тут. Это местная столовая тут. Тут ночной чил проходит. Костер тут, все дела. Можно поваляться на гамаке, кругом оливковые деревья. О, это вообще прям богатый урожай будет. И с видом на Эгейское море. Тут, конечно, красиво. Столько маленьких островов. И куча оливковых деревьев. Такая пляжная линия здесь. Море. Аж лапа обжигает. Вот такие маленькие интересные острова. Туда мы сегодня поедем как раз таки. Так, ну что, решил приготовить себе завтрак. У нас тут чайничек уже почти закипел. И тут на выбор у меня. Хочешь черный чай с чабрецом, хочешь с бергамотом, зеленый, калмыцкий чай даже, кофе 3 в 1.
Даже матча латте. Ну, кашку Геркулес я по-любому сейчас приготовлю. Так что вот такое вот у нас утро. Вон там Ирина лежит и даже не шевелится пока. Ну, в общем, получилось. Я еще сходил в местный магазин здесь, на территории он находится. Взял 2 банки Кока-Колы, 1,5 литра воды и оплатил 135 лир. Это все обошлось мне. Ну, место все классно, все обалденно, но температура воды, конечно, в этот момент была 24 градуса. Ну, для меня это довольно-таки очень прохладно. Но, насладившись видами, позавтракав, мы отправились дальше. Ведь у нас еще много довольно-таки симпатичных локаций нас ожидало сегодня. А одним из главных моментов на сегодня у нас был это добраться до Трюффен-фестиваля. Это Goldwing слет международный мотоциклов здесь в Турции. Одна из значимых для нас локаций. По километражу здесь оставалось уже совсем немного до нашего мотофестиваля. Поэтому мы отправились в путь не сильно рано. Ну что, друзья, ждите нас в следующей серии.